какие эмоции, победа в третьем бою вечера, достаточно большое заявление для твоей карьеры. Danny, congratulations on the victory. Tell us what your emotions are. The victory in the third fight of the night is obviously big for your career. What are your emotions? Yeah, it's I'm elated. I'm happy that I got the job done. But at the same time, it's not something for me to get too excited about. This is a little bit of a change in my career path and what's going on. Я рад, что я победил, но, конечно, не почивать на лаврах не собираюсь. Но небольшое изменение в моей карьере, в том, что происходит. Сегодня многие российские бойцы проиграли, и этим нас неприятно удивили. А что вы можете сказать про российских бойцов их уровня? Today, a lot of Russian fighters have lost, and it was obviously not so nice for us. But what can you say about Russian fighters in general? One thing that I've understood being here isn't necessarily about the Russian fighters, it's the Russian culture. То, что я понял, будучи здесь, это связано скорее не с российскими бойцами, а с российской культурой. And they love fighting, they're very proud, and they're very respectful. And I love them for that, because that's who I am. Российские бойцы, они очень любят биться, и они очень с уважением относятся к бою, к своим оппонентам. И за это я их тоже уважаю. Зелимом Имадаев — это конфликтный боец, он всегда устраивает какие-то перепалки и хотел с тобой на взвешивании чуть-чуть поконфликтовать. Зарядило ли тебя это и хотелось ли как-то именно отомстить за его поведение своим нокаутом? Зелимом Имадаев is a conflict fighter, and during the weigh-in he was trying to poke at you, and did he somehow stimulate you for this KO victory? I know who I am, and as long as I'm calm and I don't get taken off of my stride, my path, then I knew it was going to be trouble for this guy. Я знаю, кто я, и я знаю, что если я буду оставаться спокойным, буду придерживаться своего плана, то у него будут неприятности. And also, again, with the sport and the respect factor of it, I know who he is and what he's like, so I wanted to teach him a lesson. Я также знал, кто такой он с точки зрения спорта, с точки зрения фактора уважения, поэтому я хотел его немножко проучить. Как думаешь, не будет такой возможности, что он сможет к тебе подойти, например, в гостинице и продолжить как-то свой конфликт, и он будет считать, что он еще не закончил с тобой? Do you think it's possible that he comes up to you after the fight somewhere, maybe in your hotel, tries to continue the conflict, thinking that the fight isn't over yet? I've heard rumors that he's done stuff like that in the past. Я слышал слухи, что он раньше такое делал. And where I'm from is something that I'm used to. I'm not looking to get involved with that, as I want to stay professional and again have respect for the sport. Ну, я к этому, с одной стороны, привык, с другой стороны, я пытаюсь оставаться профессионалом, и я не втягиваюсь в такие перепалки. Я очень уважаю этот спорт. За последние 3 боя, это твоя первая победа. Стоял ли сейчас на кону контракт с UFC, что тебя могут оттуда исключить, если ты не победишь? In the last 3 fights, this is your first victory. So was it a kind of a fight for the contract with UFC? Were you afraid that maybe if you didn't win this fight, that you? I know as a fighter, I've got a lot to give, and I'm very exciting. So I'm not scared of my position or losing a contract. Я знаю, что как боец я еще многое могу дать, что я интересный боец, поэтому я не боюсь потерять свою позицию, потерять контракт. But I'm only excited for the future, knowing who I am and what I bring to the table, to be able to continue to excite people and be a fan favorite. Ну, я очень с воодушевлением смотрю в будущее, зная, кто я, зная, что я за боец, зная, что я интересен зрителям. Удивила ли реакция болельщиков, которые, несмотря на поражение российского бойца, тепло, можно сказать, поприветствовали, и вообще такой вздох, удивление после удара? Surprised by the Russian fans' reactions that despite the Russian fights losing, they kind of welcomed you, and there was a kind of warm sigh after the KO. Yeah, well, that then goes back to what I was saying about Russia being and the culture. You know, the fact that they love fighting and they're very pure within their culture, and I respect that. Ну, здесь как раз я, отвечая на ваш вопрос, возвращаясь к тому, что я говорил о российской культуре, о том, что российские болельщики любят UFC, это в их культуре, они с уважением к этому относятся. И нокаутов сегодня было. For me, that was for Russia. That was for Russia. Для меня это было для России.
Сегодня было мало нокаутов, и это явно один из претендентов на выступление вечера. Если будет бонус, на что планируешь потратить? So there were few KOs today, and so your fight is obviously one of the contenders for the best fight of the evening. If you do get a bonus, what are you going to spend it on? Saving it. I'm saving it. Yeah, I've got family, same baby. I need to save for the future, house, you know. Я foundation. отложу эти деньги, у меня семья, у меня маленький ребенок, буду откладывать деньги на дом, на будущее. Еще в этом карте дрался твой соперник, бывший Дэвид Завада. Тебе было удобно с ним в одной раздевалке находиться, и тоже не было никаких, может быть, конфликтов или каких-то разговоров с ним, или вы сейчас распухнете друг друга? So that was your former opponent on this card, David Zawada. Was it comfortable for you to be in the same dressing room as him? Were there any conflicts or anything like that? We talk about respect, martial arts, and respect within martial arts. I had one of my cornermen missing this week. David Zawada's brother helped me get ready. Мы говорим про уважение в единоборствах, и брат Дэвида Завады сегодня был в моем углу и помогал мне готовиться. And me and David Zawada are good friends now. Я с Дэвидом Завадой сейчас мы хорошие друзья. I had my fight with him. We both won a bonus, and I was happy for him for his first fight in the UFC to walk away with some life-changing. У меня был первый как раз бой с ним, мы оба выиграли бонус. Я рад и за него очень с уважением к нему отношусь. And I wish for any fighter who is respectful to do well. So for me, I'm always humbled when I see others that I fight against do well. Я желаю, с уважением отношусь ко всем бойцам и желаю им удачи, поэтому когда я встречаю других бойцов, я всегда очень скромно и с уважением к ним отношусь. Congrats, great job. Thank you. Thank you very much. Only Russian.